Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Часть первая. Начало. Мир рухнул за один день. Эмма Уайт помнила этот день во всех подробностях, хотя пыталась забыть. 3 марта, вторник. Она сидела в своей квартире в Сан-Франциско, работала над иллюстрациями для детской книги, пила кофе и слушала новости по радио. Потом начались звонки. Первым позвонил брат Дэвид. Он жил в Лос-Анджелесе, работал в такси. Голос у него был странный, не испуганный, скорее спокойный, даже умиротворенный. «Эмма», — сказал он, — «не выходи на улицу, не смотри в окна, заштори все, и не смотри наружу, что бы ни случилось». «Что происходит?» Появились они. Я видел одного, только мельком, из машины. Оно стояло на перекрестке, как человек, но не человек. Я смотрел на него 3 секунды. «Эмма, я не знаю, что теперь со мной будет». «Что значит, что с тобой будет?» «Я вижу его везде, на потолке, на стенах, в зеркале. Оно улыбается. Оно говорит мне, что нужно открыть дверь и выйти. Эмма, я сейчас выйду». «Не выходи». «Не могу не выйти. Оно зовет, оно такое красивое. Ты не представляешь». Он повесил трубку. Эмма перезвонила. Абонент недоступен. Через час по телевизору показали кадры. Люди шли по улицам с открытыми глазами, улыбались и бросались под машины. Другие стояли на крышах и прыгали вниз. Третьи убивали своих близких и потом убивали себя. Причина неизвестна. Правительство объявило чрезвычайное положение. По радио передавали: существа, которых нельзя увидеть. Любой зрительный контакт приводит к мгновенному помешательству и смерти. Оставайтесь в помещениях, закройте все окна, не выходите на улицу без повязки на глазах, не смотрите на этих существ ни прямо, ни краем глаза, ни в отражении. Эмма заклеила окна черной пленкой, закрыла двери на замок, наполнила ванну водой. В новостях сказали, что водопровод скоро отключат. У нее было немного еды: макароны, консервы, рис и пистолет, старенький Кремингтон, подарок отца, который валялся в шкафу 10 лет. Она ждала сутки, 2, 3. Снаружи слышались крики, выстрелы, плач детей. Потом все стихло. Город замолчал. Иногда по ночам доносился шум шагов, тяжелых, медленных, как будто кто-то бродил по пустым улицам в поисках живых. На 4-й день у нее кончились таблетки от тревожности. Эмма не выходила из квартиры. Она сидела в углу,
накрывшись одеялом, и слушала радио. Работало только одно радио на частоте, которую передавали в новостях. Голос говорил: «Если вы слышите меня, вы не одиноки. В городе есть убежища. Ищите дома с белыми полосами на дверях. Там есть еда, вода и врачи. Добирайтесь с закрытыми глазами. Верьте звукам». Эмма не пошла, она боялась. Она боялась выйти на улицу, открыть дверь, сделать хотя бы шаг в тот мир, где существа ждут за каждым углом. На 10-й день в дверь постучали. 3 удара. Тишина. 3 удара. «Кто там?» – спросила Эмма, не подходя к двери. «Меня зовут Марк», – ответил голос, мужской, спокойный. «Я из убежища на 6-й улице. Ищу выживших». «Докажи, что ты не один из них». «Я стучу в дверь, они не стучат. Они просто стоят и ждут». Эмма приоткрыла дверь на цепочке. В щели показалось лицо. Молодой мужчина, русые волосы, усталые серые глаза. На нем была самодельная повязка из черной ткани, завязанная вокруг головы. В руке длинная палка с зеркальцем на конце. «Ты слепой?» – спросила она. «Нет, но я смотрю вперед, только вниз, на тротуар, и проверяю углы зеркалом». «Зачем?» «Если в зеркале появляется что-то, я поворачиваюсь и убегаю». Она упустила его. Марк рассказал, что в убежище осталось около 30 человек. Каждую неделю кто-то умирает от голода, от болезни или потому что сорвал повязку. «У нас был врач», — сказал он, но он смотрел в окно на 2-й день. «Теперь мы лечимся сами». «Чем? Чем придется?» Эмма дала ему воды и макарон. Марк поел, поблагодарил и сказал: «Тебе нужно идти с нами. Здесь ты не выживешь одна. Зимой отключат отопление, ты замерзнешь». «А там есть отопление?» «Генератор. Топливо кончится через месяц, но к тому времени мы что-нибудь придумаем». Эмма согласилась. Она завязала глаза, взяла Марка за руку и вышла в мир, который больше не видела. Часть 2. Убежище. Они шли медленно. Марк вел ее, считая шаги. 50 шагов до угла, поворот, 30 шагов до перекрестка. Вокруг было тихо, слишком тихо. Эмма слышала собственное дыхание, скрип снега под ногами, редкий лай собак вдалеке. «Не поднимай голову», — сказал Марк, — «даже под повязкой». «Почему?» «Они могут проникнуть сквозь ткань, если смотреть прямо на них. Даже через повязку ты почувствуешь. Они влезают в голову, и ты уже не можешь отвести взгляд». «Ты когда-нибудь видел?» «Один раз, в зеркале, краем глаза. Я успел закрыть его рукой, но оно все равно там было. 3 секунды. Мне казалось, что я смотрю на Бога, на что-то такое красивое, что хочется умереть, лишь бы остаться с ним навсегда». «И что ты сделал?» «Выколол себе глаза». «Что?» Эмма остановилась. «Шучу», — сказал Марк. «Но некоторые так делают. Слепые не видят, а невидящие не умирают». Они дошли до убежища, большого склада на окраине. Внутри пахло сыростью, дымом и страхом. Люди сидели на матрасах, на коробках, на полу. Никто не разговаривал. Те, кто разговаривал, делали это шепотом. Марк привел Эмму к женщине в черной повязке с красной полосой. Она здесь была за главную. «Ее зовут Елена», — сказал Марк. «Она бывший врач.
Видела существо 3 месяца назад, выжила, но после этого перестала открывать глаза совсем. Теперь она слепая по своему желанию. «Я не желала этого», — сказала Елена. «Я выбрала жизнь. Слепота — это цена». «Сколько вас?» — спросила Эмма. 32, было 40. Вчера умер ребенок, пневмония. А лекарства? Нет, в аптеке ходить нельзя. Наши разведчики нашли одну, но внутри были они. То существа. Они прячутся в темных местах, ждут, когда кто-то откроет глаза. У нас есть правило: если ты входишь в незнакомое помещение, завязывай глаза и не снимай повязку, пока не выйдешь. Даже если кажется, что там чисто. Эмма поселилась в углу склада, на старом матраце, рядом с молодой женщиной по имени Лиза и ее дочерью, 3-летней Мией. Лиза потеряла мужа в первую неделю. Он смотрел в окно. Она не успела закрыть ему глаза. «Он улыбался», — сказала Лиза, когда умер. «Я думала, умирать страшно, а он улыбался, как будто увидел что-то прекрасное». «Может, он и увидел», — сказала Эмма. «Тогда пусть эти прекрасные вещи горят в аду». Мия не понимала, что происходит. Она играла с тряпичной куклой, которой ее научила мать. Плакала редко. Смотрела на всех широкими карими глазами, не зная, что однажды эти глаза могут ее убить. Эмма полюбила Мию с первого дня. Она не хотела. Слишком больно привязываться к людям в этом мире, но сердце не слушалось. Через 2 недели Лиза умерла. Она вышла в туалет, отдельную комнату в конце коридора, надела повязку, зажгла свечу, закрыла дверь. Через 10 минут Эмма услышала крик. Не страха, восторга. «Лиза!» — крикнула она. «Не входи!» — ответил голос. «Я вижу его, оно здесь, такое красивое. Теперь я понимаю. Закрой глаза!» «Не могу, оно не отпускает». Эмма выбила дверь. Лиза стояла у зеркала, снял повязку. Глаза широко открыты, улыбка до ушей. Она смотрела в отражение, хотя в зеркале никого не было. «Лиза!» «Я счастлива», — сказала Лиза. «Впервые за всю жизнь я вижу его. Оно во мне. Мы теперь вместе». Она упала, из ее носа потекла кровь. Глаза закатились. Она не умерла, она перестала быть Лизой. Она стала кем-то другим, кто лежал на полу, улыбался и шептал: «Иди к нам, иди к нам, иди к нам». Эмма схватила Мию и выбежала. Мия плакала. Она не понимала, почему мама не идет с ними. Эмма не могла ей объяснить. В ту ночь Елена собрала совет. «Мы уходим», — сказала она. «Это убежище больше не безопасно. Оно знает, где мы. Существа приходят сюда каждую ночь. Я слышу их шаги». «Куда мы пойдем?» — спросил Марк. «Есть одно место, остров, в 40 километрах отсюда. Говорят, там нет существ. Они не могут переплыть реку». «Кто говорит?» «Другие выжившие, по радио. Я слышала их вчера». «А если это ловушка?» «Если это ловушка, мы умрем. Если останемся, умрем тоже. Выбирай». Они выбрали остров. Часть 3. Дорога. 8 человек: Эмма, Мия, Марк, Елена, 2 мужчин, инженер Томас и бывший военный Александр, и 2 женщины,
Софи и ее мать Эллен. 8 пар глаз, которые не смотрели вперед. 8 повязок. 8 надежд. Они шли вдоль набережной. Слева река, справа дома, магазины, сгоревшие машины. Воздух был холодным, но небо чистым. Где-то кричали чайки, единственные живые существа, которых существа почему-то не трогали. «Чайки видят их?» – спросила Софи. «Возможно», – ответил Марк. «Им все равно». «Почему?» «Потому что чайки не боятся. У них нет страха смерти. Они просто живут». Эмма держала Мию за руку. Девочка не понимала, почему у всех завязаны глаза. Иногда она срывала свою повязку, и Эмма натягивала ее обратно, крепче, больнее. Мия плакала, но слезы лучше смерти. На 2-м часу пути Томас остановился. «Я слышу что-то», — сказал он. «Шаги, много шагов, сзади». «Замрите», — прошептал Александр. «Не двигайтесь. Может быть, это ветер». Ветер был, но шаги были громче. «Это они», — сказала Елена. «Нам надо ускориться». «Нельзя. Если мы побежим, они поймут, что мы люди. Если мы не побежим, они догонят». Они пошли быстрее. Шаги за спиной тоже ускорились. Эмма слышала дыхание, не свое, чужое, глубокое, влажное, будто кто-то дышал ей в затылок. «Не оборачивайся», – прошептал Марк. «Не оборачивайся, чтобы не случилось». Мия заплакала, громко, надрывно. Эмма зажала ей рот рукой. Девочка захрипела. «Тише!» – прошептала Эмма. «Тише, солнышко, мы почти пришли». Они дошли до моста, старый, железный, проржавевший. На другой стороне лес, а за лесом река, а за рекой остров. «Идем?» – спросил Томас. «Идем», – ответил Марк. Они ступили на мост. Железо заскрипело. Под ними темная вода. Над ними пустое небо, а позади шаги. Шаги остановились, не дошли до моста. «Они не могут?» – спросила Софи. «Не знаю», – ответил Марк. «Может, бояться воды». Они прошли половину моста. Эмма почувствовала, что Мия перестала плакать и перестала дышать. «Мия!» Девочка не ответила. «Мия!» Эмма сняла повязку только на секунду, только чтобы посмотреть вниз на дочь. Мия стояла, открыв глаза, смотрела вперед, на другой берег, а там, на другом берегу, стояла фигура, высокая, белая, безликая, и улыбалась. «Мама!» — сказала Мия, — «там ангел!» «Закрой глаза!» — закричала Эмма. «Он зовет меня, он говорит, что мы можем быть вместе. Ты тоже можешь». Эмма схватила Мию за плечи, повернула к себе. Девочка не слушалась, ее глаза были широко открыты, зрачки расширены, улыбка чужой. «Мия, посмотри на меня!» Мия посмотрела, но видела она не мать, видела она то существо, и улыбалась ему. «Мия!» Эмма закрыла ей глаза руками. Девочка закричала, не от боли, от потери. Она потеряла ангела. «Иди», — сказала Эмма, — «иди, дочка, не открывай глаза. Я хочу видеть его». «Его нет, это обман». «Мама, он правда есть, я видела». «Ты ничего не видела, ты просто ребенок». Она потащила Мию за руку. Девочка спотыкалась, падала, вставала, но глаза держала закрытыми. Эмма плакала.
Слезы заливали повязку, делая ее прозрачной. Она не могла вытереть их, руки были заняты Мией. Они дошли до конца моста. Фигура исчезла. Марк, Елена, Томас, Александр, Софи, Эллен. Все были там. У всех были завязаны глаза. «Мы на месте?» – спросил Марк. «Почти», – ответила Эмма. Она спустилась к воде, нащупала лодку. Старый резиновый плот, привязанный к причалу. «Садитесь». Они сели. 8 человек и одна девочка, которая видела ангела. Часть 4. Остров. Лодка плыла медленно. Эмма гребла руками, потому что весел не было. Вода была холодной, почти ледяной. Течение несло их к острову. «Я вижу берег», — сказал Марк. «Там деревья и дом». «Осторожнее», — ответил Александр. «Не смотри на берег, смотри вниз». Они причалили, вышли на песок. Остров пах лесом и тишиной. Настоящей тишиной. Без шагов, без дыхания, без чужого присутствия. «Здесь чисто», — сказала Елена. «Я не чувствую их». «Ты чувствуешь?» «Слепые чувствуют по-другому. Давление, температуру. Здесь нормально». Они дошли до дома. Старая хижина, брошенная рыбаками. Внутри печь, стол, лавка и маленькая девочка, которая сидела на полу и рисовала. «Ты кто?» – спросила Эмма. «Сара», – ответила девочка. «Я живу здесь с бабушкой. Бабушка умерла, теперь я одна». «Как ты выживаешь?» «Я не смотрю, бабушка научила. Если слышишь шаги, закрой глаза и сиди тихо, они уходят». Мия подошла к Саре, протянула руку. «Ты тоже видела ангела?» – спросила она. «Нет», – ответила Сара. «Я никогда никого не видела. Я не хочу». «А я хочу», – сказала Мия. «Он был красивый». «Он обманывает. Бабушка говорила, что они принимают облик того, чего ты хочешь больше всего». «А ты чего хочешь больше всего?» «Чтобы мама была жива». Сара заплакала. Мия обняла ее. Эмма смотрела на них и понимала, что этот мир не сломает их. Может быть, не сейчас. Они остались на острове навсегда. Эпилог. 5 лет спустя. Эмма выросла не телом, душой. Она научилась жить без зрения, открывать консервы на ощупь, разжигать печь по звуку, отличать шаги друзей от шагов чужих. Мия и Сара стали сестрами. Марк – мужем Эммы. Елена – бабушкой для всех. Они не выходили с острова. Иногда по радио ловили сигналы. Другие выжившие рассказывали о других убежищах, о городах, которые медленно умирали, о существах, которые все еще бродили по улицам. Однажды ночью Эмма услышала шаги. Не на острове, на воде. Кто-то шел по реке, прямо к ним. «Марк!» – прошептала она. «Проснись!» «Я не сплю!» «Кто-то идет!» Они вышли на берег. Эмма держала пистолет. Марк – палку с зеркальцем. «Эй!» – крикнул Марк. «Кто там?» Ответа не было. Шаги приближались. «Сними повязку!» – сказал голос из темноты. «Посмотри на меня. Я то, что ты ищешь». «Мы ничего не ищем». «Ищете, все ищут. Смысл жизни, любовь, смерть. Я даю все». «Ты даешь только смерть». «Смерть – это начало». Эмма подняла пистолет.
Выстрелила наугад, туда, откуда шел голос. Шаги остановились. Тишина. «Промахнулась», — сказал голос. «Но ты умеешь стрелять. Это хорошо. Охотники мне нравятся». «Уходи», — сказала Эмма, — «или я выстрелю снова». «Куда мне уходить? Я везде. Я в твоем доме, в твоей голове. Я в глазах твоих детей». Эмма выстрелила еще раз и еще. Голос засмеялся. Потом шаги стали удаляться. Потом их не стало совсем. Марк обнял Эмму. Она дрожала. «Ты в порядке?» – спросил он. «Нет», – ответила она, – «но я жива, и мои дети живы. Этого достаточно?» «Этого более чем достаточно». Они вернулись в дом. Мия и Сара спали. Елена варила суп. Александр чинил крышу. Томас и Софи играли в карты. Обычная жизнь в мире, где обычного не осталось. Эмма села у окна, не смотрела наружу. Она никогда не смотрела наружу. Но она слушала ветер, волны, крики птиц и тишину, такую желанную, такую хрупкую. «Спокойной ночи, мир», – прошептала она. Мир не ответил, но мир молчал. И это было хорошо.